друзья, с вами на связи Алехандро. Сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на будущее и какие события по судьбе спешат вашу жизнь, какие перемены, какие, возможно, повороты готовит вам судьба. Совсем скоро вы не знаете. Это общий расклад Таро для мужчин и женщин, поэтому настраивайтесь на себя, на свою интуицию, и мы с вами посмотрим, что было, что есть и что будет, и также рассмотрим вашу ситуацию, которая происходит сейчас и которая станет фундаментом или основой событий вашего ближайшего будущего. Так, давайте посмотрим, кто пришел на расклад. На расклад пришел мужчина, или речь идет о мужчине. На раскладе сильная личность, и, возможно, вы даже обладаете какими-то магическими способностями. Но, учитывая то, что это общий расклад, еще можно сказать, что, может быть, в вашей жизни происходит какая-то магическая схватка, или вы имеете дела с магом, может быть, ведьмой, посмотрим, будет жрица, нет, но маг уже выпадает. Как минимум, вы человек, который такой достигатор, да, вы можете достичь чего-то серьезного в своей жизни, и у вас должна бы быть какая-то серьезная цель. Здесь прям мужчина на мужчину идет. То есть на вашу жизнь сейчас влияет мужчина. Мужчина сильный, волевой. Мужчина, который в вашем сердце, в вашей душе. Мужчина вас может волновать. Если вы мужчина, вы, может быть, волнуетесь, но вам нужно сохранять спокойствие. Если алкоголь играет в вашей жизни важную роль, то он сбивает вас с цели и, может быть, ведет вас куда-нибудь не туда. Если вы смотрите с точки зрения на ситуацию магии, то на мужчине может быть опой. Вот именно вот приворот через опой или просто опой, ну или лярва. Вообще, если смотрите на отношения с мужчиной, тут мужчина пытается держать контроль и не реагировать на что-то, да, то есть он пытается управлять своими чувствами и эмоциями, как минимум, но прилагает к этому усилия. Смотрите, здесь серьезный, роскошный, дорогой подарок в центре. У мужчины стоит некая цель, о которой он волнуется. И эта цель может стать для него подарком. У женщины может быть здесь выбор между двумя мужчинами. И на самого дорогого мужчину может действовать магия. То есть вот так вот. Женщина может взаимодействовать с двумя мужчинами. Один из них ее волнует, а второй маг. Но вот эти две карты прямо сгущают краски в отношении чувств, магии, переживаний и ставки в отношении мужчины, в отношениях, по отношению к мужчине и у мужчины вообще по жизни очень высоки. Ситуация будет меняться, и не исключено, что в хорошую сторону. Но она затянулась уже. 12 здесь как бы повешенный идет, числовые комбинации идут. Ситуация затянулась, но кто-то прилагает усилия, чтобы эта ситуация разрешилась как бы в лучшую сторону, не ухудшилась.
И у женщины, и у мужчины в отношениях могут быть изменения в лучшую сторону. То есть, как минимум, надежда на это есть. Вот. А у женщины, у которой есть двое мужчин на примете, у нее все поменяется. И здесь рыцарь мечей как бы замыкает все это конфликт, спор, ссора, раздор. Есть некий раздор или конфликт с мужчиной, с двумя мужчинами. У мужчины вообще по жизни с другими мужчинами. И есть некая ставка. Ну вот, что-то нужно решить. Вот в центре нужно что-то решить. Прямо то, что нужно решить и поменять, вот перемены, да, это дорого, да, то есть это нужно много сил вложить, энергии, переживаний, движений сделать много. Но если это не решить, оно и не изменится. Оно только будет ухудшаться. Вот такая ситуация. Мужчина может быть военный также, как низкого чина, так и высокого чина. И женщина может быть какая-то здесь есть по центру, она колеблется между как минимум двумя мужчинами, а может быть даже и тремя. То есть у женщины не один мужчина, это 100% здесь получается. Их прямо трое. Но один может быть, с одним она конфликтует, со вторым у нее отношения, как бы он ее волнует, ей душу волнует. Третий на нее, может быть, или колдует, или это вообще посторонний маг какой-то, да, там такое вот подсказывает что-то, помогает как-то, или... Ну, тут я больше вижу, что помогает эта сторона, а это может мешать просто, не сколько вредить, мешать. Также вы пытаетесь, возможно, что-то продать, но это не получается. Ну, влияете, чтобы это продалось, но это не очень получается, потому что или спор, или конфликт, раздор какой-то мешает, или война мешает. Также может быть какой-то мужчина, который на войне, он вашу душу, знаете, как тревожит. Вы пытаетесь на это как-то влиять, ну, пытаетесь, но от вас особо не зависит, и ваше влияние, оно да, такое противоречивое, это влияние. И чем больше вы влияете, тем больше вы, может быть, тратите денег или теряете денег. Вот такое идет поток. Как минимум здесь есть король, рыцарь, маг, то есть тут трое мужчин и три каких-то конкретных целей. Одна из них волнующая, одна из них личностная, а третья конфликтная. Вот так вот. Ну и, может быть, мужчина надеется на какие-то перемены в конфликте, и женщина надеется на перемены в конфликте. Конфликт может быть личностный, а может быть ситуационный. Ну, то есть война тоже может быть. Давайте спросим у карт. Есть ли здесь магия? Что это за маг? Что это за мужчина такой, как бы магический, да? Волшебный. Здесь мужчина находится на дистанции. И если есть магия, то она хроническая, долгая. Этот мужчина влияет на женщину. Как минимум влияет на дистанции. Но это хорошая карта. Пока посмотрим, какая рядом ляжет. Он может и, знаете как, не делать ей зла, этот человек. И мужчина к женщине здесь особо зла не держит. То есть он помогает ей, а она помогает ему. Все-таки звезда. И звезда — это обычно хорошая карта. Но вот этот мужчина может делать женщине остуду. Именно остужать.
Потому что эта карта дистанционная и холодная. Поэтому вот как бы... Ну, остуда не всегда это плохое, да, что-то. Но смотря в каком контексте, да, то есть если вам нужен партнер, да, а вы остываете, тогда это плохо. А если вас прям к человеку тянет и это вас уже хронически изводит, то это хорошо, да. Окей. Ух ты, страшный суд прорывается, да. Давайте его спрячем опять, еще раз посмотрим, вдруг он опять прорвется, да. Знаете, здесь какой-то... Есть женщина, вот она и вот она, вокруг которой прямо куча мужчин. Куча мужчин. Эта женщина холодная. Вот она. И у нее с этими мужчинами всеми вроде бы как и близко очень. Ну, как они вроде рядом. Вроде как очень далеко. Вот этот мужчина и вот этот мужчина, они с одной стороны волнуют женщину, а с другой стороны управляют этой женщиной. И такое ощущение идет, что потоки, что эта женщина как будто бы всех их о чем-то просит, этих мужчин. Женщина очень много заплатила за брак, за отношения. Может быть, с одним мужчином единственным, да, мужчиной. Может быть, даже уже с 3 или с 4, да, то есть такие какие-то многосторонние отношения. Но это как-то связано и с работой, и с ее успехами, и с самореализацией. Здесь и мужчина такой прям очень-очень серьезный мэн, да. Ну и женщина себе прям цену тоже знает хорошо. Очень очень ее высокая цена. И она как бы, как личность, она достаточно сформированная здесь. Здесь как бы и мужчина, и женщина пытаются добиться именно вот спокойствия, счастья. Это больше такой семейный расклад получается. Ну, как минимум, мужчина хочет семью, и женщина хочет семью. Какой мужчина хочет семью, да? Вот этот вот. Вот этот. Который со звездой здесь. Или над звездой. И вот эти перемены, да, вот ставки, которые делает женщина и мужчина, они высокие, прилагаются много усилий для того, чтобы в семье был, ну, лад, спокойствие, тишина, уют, праздник, да, комфорт. Этот мужчина очень важен. Вот эти мужчины, это либо его аспекты, где он волнует и управляет, либо вообще посторонние мужчины, которые могут по треугольникам мешать женщине. Давайте смотреть, что за конфликт. Конфликт действительно хронический, долго держит, он очень неприятный. Конфликт мечевой, он может быть действительно связан с отношениями, может быть с семьей, с домом, с квартирой, с войной. И, знаете, как бы он уже прям достал, и не то чтобы достал, от него хочется прям убежать, сбежать, вот оторваться, скрыться, да. Убежать куда-то, куда глаза глядят, чтобы его не вспоминать. Как минимум, какие-то обстоятельства, которые нужно изменить, не дают покоя. И один из мужчин, ну, как минимум, их тут прям 3 и 4, даже, ладно, бог с ними, пусть 3 будет. Он прямо лишний.
Вот от него нужно скрываться прямо. Какой тут лишний? Скорее всего, мечевой. Но вот здесь мечевой проявляется только в магии, хотя под ним звезда, да? Ну, и он здесь водный, здесь огненный. А мечевой вот. Он как будто бы или пришел позже, этот мечевой, или стал мечевым, потом был водным и огненным. Вот мужчина был чувственный или властный, да, а потом стал мечевой, острый, как еж, да, как морской еж, вот почему-то идет так. Хорошо, давайте посмотрим, что вы уже прожили. И как раз вот из того, что вы прожили, и посмотрим то, что было, да, что было. Можно будет понять, что сейчас. Но здесь прям материнство прожили, и, может быть, даже ребенок уже есть, и муж-жена тут на дистанции, вот, дистанция. Прожили вы маму, вот она, скорее всего, далеко от вас уже. Мужчине нужно искать женщину, прям нужно. Да и женщине мужчину нужно тоже искать. Как минимум, мать и отец, больше мать, это прям материнский аспект. А это отец, но он в дальнем аспекте. Они как бы далеко от вас уже. То есть материнство и отцовство далеко. Да что ж такое сегодня вертикаль мужчин? Тут прямо на женщину влияет уже 1, 2, 3 короля. 3 короля. И 1 рыцарь и 1 маг. Вот у женщины материнская и мужская линия, особенно мужская линия, она какая-то, ну, то ли конфликтная, то ли неперспективная, потому что тут в перспективе какой-то полутупик, то ли должна поменяться как-то. Вот как минимум у мужчины очень сильный мужской стержень, мужская родовая программа. И у женщины, вот она в центре, и вот она, мужская родовая программа сильна. Но на женщину может влиять как отец, так и мать, которые далеко. На мужчину тоже могут влиять и отец, и мать. Тут вообще вопрос в центральной. Это перспектива и успех. Вот центральная ось, вот вокруг которой все движется, да, вращается этот расклад. Он же объемный, мы видим только проекцию расклада, плоский расклад, да, то есть вы видите свою проекцию. А когда он живет, этот расклад, он начинает вот становиться вот на эту ось, и вот как флюгер, как пропеллер крутится, да, он оживает, он становится формой, структурой. Видите, женщина с мужчиной, воздух и земля – это конфликтные стихии, то есть вот здесь будет напряжение. И если женщина, да, она земельная, то она может выдерживать огненного мужчину. А если воздушная, земельная женщина, воздушный мужчина, ей уже конфликтно. То есть, как минимум, тут женщина конфликтует в прошлом с мужчиной. Может, мать конфликтовала с мужчиной очень сильно, прям на ножах. И, может быть, у матери было очень много мужчин. И у вас, как у женщины, много мужчин. Но оно все равно на дистанции, и двигать это вперед очень проблематично. Могут попадаться мужчины-деспоты, манипуляторы, сердцееды, роковые мужчины. И, ну и у мужчин то же самое могут и женщины такие попадаться прямо, да. А для мужчины вообще самореализация как мужчины очень важна. Окей. Смотрите, все идет в центре по пентаклям. В первой вертикали тоже земельная стихия. Здесь что-то с родом, с родственниками. Идет непримиримая борьба, конфликт, проблемы. Вот прямо мужчины, может быть, все в оппозиции к женщине.
Есть какой-то один единственный, то ли друг, то ли, ну, то ли просто близкий человек. Может быть отец, может быть дед, может просто какой-то колдун. Ну, вы его называете так, пусть он будет колдун, да, просто друг ваш. Но прямо тут, прямо род, да, и мужчины или мужчина из рода прямо имеют очень высокое значение. Или родные мужчины. Вопрос, вот это ж прошлая линейка, счастье, да, был какой-то мужчина, прям в прошлом, с которым вы были счастливы. Вот. И с которым намеревались продолжать род. Вот жить вот как бы всю жизнь, всю оставшуюся жизнь до конца. Но оно, смотрите, поменялось. Опять вот этот страшный суд 20, да, как бы оно меняется в прошлом. Давайте посмотрим, в что оно поменялось. Но вы стали не вместе. Здесь шестерка мечей. Мужчина ушел на конфликте. Мужчина ушел на конфликт. Может, на войну ушел. Может, просто переехал далеко. 29. Вот здесь. 29 числовые арканы. 29 и 11 это семья, суд, правосудие, союз. Союз как бы пошел на дистанцию. Ушел на дистанцию, да. Разъединился, вот она звезда. Вы стали как бы, ну, я не скажу, что вдовой. Нет, здесь вы даже как бы просто, скорее всего, разошлись с кем-то в прошлом, условно говоря. И дальше у вас попадаются мужчины, но они опять на дистанции, то есть вы с ними не сближаетесь. У мужчины, как минимум, тут может быть или то же самое, или просто очень серьезное соперничество, прям соперники. Или мужчина не может найти себя, проявить как-то себя к женщине. И, ну, как бы разные черты характера, ему какой-то черты характера не хватает. То ли ума, то ли энергии, то ли эмоций он как-то не может держать или наоборот как-то сковывает, да. Последняя вертикаль прямо вся достаточно динамичная, конфликтная и неприятная. А предпоследняя вертикаль очень хорошая. То есть вы как будто бы вкладываете какие-то усилия, прилагаете усилия, но оно вот как бы выводит вас или не на тот путь, не на ваш путь, или не к тому результату, что вы хотите. Может быть группа лиц, по этой карте группа лиц может быть. Да, вот здесь прямо группа лиц. Вот здесь тоже группа лиц или какое-то окружение, но оно как минимум влияет на вас таким образом, что вы не можете наладить счастье и успех в личной жизни. Даже в бизнесе могут быть какие-то моменты, да, что вы пытаетесь, что-то прилагаете. Но оно все из-за отношений в прошлом у женщины с мужчиной и у мужчины с женщиной. Треугольник может ли здесь быть? Ну да, он в центре, в принципе. Он как бы тут по пентаклям идет. Как минимум, может быть, какая-то женщина претендует на ваше имущество. Теперь. Потому что одна далеко, а одна здесь. Может, вы претендуете на имущество отца или имущество матери. Из-за этого тоже конфликт там с братьями, с сестрой. Или брат один за вас, сестра против, например, или там брат за вас, трое братьев против. Ну, такое, в таком вот стиле, в таком ключе идет почему-то. Но вот здесь вот прям поссорились вот эти двое. Вот он конфликт. А счастье вот оно было рядом, да, или что-то очень ценное рядом было. Ну, пришлось или переезжать, пришлось из-за серьезного вот этого конфликта. Ну и может из-за войны, да, тоже такое идет. Война, она есть. Но с надеждами на перемены к лучшему. Что есть сейчас, давайте смотреть. Вот сейчас вот нужно достигать результата. Вот сейчас у вас действительно должна быть цель. И, ну я не знаю, поставили вы ее перед собой или нет. Вам нужен результат. Все. То есть или вы будете его достигать, или, ну, знаете, вот сейчас ситуация именно здесь и сейчас. То есть или пан, или пропал.
я действую, да, вам нужно принимать решение и добиваться, да, то есть решать этот вопрос. Пришло время решения вопроса, да, пришло время его решить, right now, да. Ну вот смотрите, у женщины, вот, куча мужчин, у мужчины куча соперников, это раз. У женщины финансовый вопрос обеспечения работы, успеха бизнеса и замужества, он как никогда актуален. Работает здесь, скорее всего, родовая программа отца, потому что мужчин здесь все-таки больше. Если вы знаете, что отец у вас ни при чем, ну вот просто вы чувствуете так, ну, может работать линия матери, но она более кривая здесь, кстати. Может быть и мать мешает каким-то образом. Мешает ли здесь соперница? Да. Соперница далеко от вас. Вот она, далеко, она на дистанции. Может ли здесь быть магия прямо сейчас? Да. Ну, особенно оттуда. Есть сомнения в достижении успеха, особенно на материальном уровне сейчас. То есть вы сомневаетесь в работе, в деньгах, в отношениях. Вот, и но все равно вам придется, знаете, вот доделывать это до конца, потому что здесь как бы по сути, да, ставки очень высоки, или, як кажуть, або пан, або програв, да, пропал. Ну, да, сомневаетесь сейчас, ну, такое, 50 на 50 может получиться, а может не получиться здесь. Двойка жезлов, смотрите, в прошлом есть что-то незавершенное, что влияет на позитивную линию судьбы. Вот она у вас. Позитивная вертикаль, одна, ну, по сути, не одна единственная, но здесь тоже неплохая. То есть, как бы, вы пытаетесь, по сути, вырваться из какого-то провала в ситуации. Да, у вас было, как бы, не сильно и плохо было. Но вот это прошлое, это мужчина. Смотрите, мужчина из прошлого, их у вас 1, 2, 3, как минимум, если у женщины. Мужчина из прошлого — это больше родовая программа отца все-таки. Мешает вам. Удерживает двойка жезлов. Как бы есть возможность, а вот она, девятка жезлов, а двойка жезлов — это торможение. Вот как будто бы вас постоянно назад поворачивает. Может быть, к прошлому тянет. К бывшему мужчине, к бывшей женщине. Ну, соответственно, тогда надо делать остуду. Вот здесь. Ну, если тянет, и оно вперед не дает идти. Так часто просто спрашивают, вот, что мне делать, если я люблю мужчину и мучаюсь, а он мне вообще не отвечает. Ну, как бы, что мне делать? Но я рекомендую всегда сделать лучше остуду, нежели приворот, да. То есть, понимаете о чем. Вот тут то же самое. Что сейчас? Ну, есть некий такой застой, как бы якорь, остановка. Но опять-таки и мужчина зацепился за какое-то дело свое, и он его бросить не может. И женщина точно так же зацепилась за вот это дело, за эту цель, за эту женщину. О, вот видите, сказала женщина, хорошо, значит где-то родовая программа матери проскакивает. Или за этого мужчину 1, 2, 3, 4. То есть был как минимум, была куча мужчин, да, но вот такого прям, которого отпустить не могу. Вот такого не было еще, да. Но все равно у вас такой путь, он путь к некой стабильности, все равно к какому-то результату. Вам сейчас важно учитывать ошибки как бы или проблемы прошлого, но укреплять материальный мир, то есть руна Феху для вас она важна. Ну, Феху знаете, как выглядит, да? Вот палочка вот так и вверх две таких косых. Ну, это денежная руна, она еще называется, или руна скот, называется скота, ну, корова, бык. Ну, не бык, а скот, именно корова. То есть тут вопрос вообще в деньгах весь. В деньгах, в обеспеченности, в квартирах, в недвижимости, в бизнесе, в работе, в наследстве. Вообще все здесь, оно все упирается в монетарное. Монеты. Эх, вот они еще монеты. Да, и вот это монеты тоже. Вот. Здесь единственное не хватает короля Пентаклевого. Интересно, что
Король пентаклевый, да, он отсутствует в линейке королей, но его заменяет королева пентаклевая. То есть женщина, королева пентаклевая, это мать всегда, да, вот королева пентаклевая это мать. Так вот, над матерью как минимум 3 королей. Здесь что-то у матери с мужчинами тоже, имейте это в виду. И скорее всего, если вы женщина, смотрите этот расклад, то у вас как бы по материнской линии есть какие-то такие интересные неотпущенные секреты из прошлого с мужчиной. Ну, что вы с ней поговорите, если она жива. Ну, что, наверное, вам будет очень-очень интересно. Но это влияет на ваш материальный мир, как мир женщины. И он, как минимум, делает его или нестабильным, или с сильными провалами. С сильными или глубокими провалами, или с глубокими конфликтами, или паузами, ну или с нестабильностью очень сильной. Хотя здесь как бы оно не сколько нестабильность, сколько как будто бы вас вышибает, скидывает. Получается как бы так, что у одной женщины ставка на большое количество мужчин. И мужчин очень много, а результат, ну, не очень хороший, не успешный. Как минимум дистанция получается. Вот она дистанция, вот она дистанция. Это преследует. Как страшный сон. Окей, а что будет в вашей судьбе? Давайте посмотрим. Ну, у мужчины тут, мужчина застреет тоже точно так же. У него как бы пытается добиться там, например, ищет роскошную женщину, да, подобную матери. Ну, получает какой-то на выходе результат не очень. Ой, вас ждет какой-то прям, ну какая-то неприятность, провал какой-то. Давайте смотреть, с чем он может быть связан. Тут или вот этот секретик, который я говорил вам, поищите у мамы в шкафу. Или тут прям женщина, маг, магия или колдун какой-то. Прям неприятность идет. 5 мечей. 12 иллюзия. Здесь смотрите, здесь высокие ставки и или проигрыш, или выигрыш, но очень высокой ценой. Смотрите, раз. А здесь иллюзия. Хорошо. Иллюзия по отношению к мужчинам. У мужчин иллюзия по отношению к женщине. И провал, и 12, и повешенный. Какая-то ловушка. Ловушка с мужчинами. 9 чаш. Какой-то мужчина что-то задумал. Но оно непонятно что. Прям непонятно что. И оно может быть не очень хорошим. Может быть не очень хорошим. Здесь дурак. А впереди вас ждет такое, что мужчина все начнет с нуля. А женщина может проиграть просто. А женщина может проиграть. А мужчина добьется своей цели любой ценой. А у женщины изменится материальный мир полностью. В будущем женщина все потеряет, а мужчина все обретет. Интересная получилась комбинация. Но если женщина все потеряет, смотрите, тут 9 и тут 9, то сейчас самое интересное, то мужа она найдет. Слышите, да? Вот так вот. Здесь можно обрести в конечном итоге. Вот это обретение. Центральная карта, смотрите, материальный мир, 3 пентаклей, 10 пентаклей, сомнения, да, и какая-то, ну, как будто бы это рынок, базар такой, да, где предлагают что-то, то, что нужно достичь. И вот оно достижение, и вот ставка.
Мужчина пойдет ва-банк и добьется успеха. И женщина пойдет ва-банк и добьется успеха. Но вот мужчина все не потеряет, а женщина потеряет все. Услышали, да? То есть, или женщина, которой нечего уже терять, пойдет ва-банк и добьется успеха. Ну, а мужчина, который рискнет. Вот тут прям риск идет. Здесь, знаете, мужчина себе надумал, не очень хорошее что-то, но он рискует. И он получает там, ну, то, что там семья, работа, успех, бизнес, достижение цели. Вот оно, достижение цели. Оно все в материальном мире здесь проявляется. Почему? Потому что вот вертикаль, она вся прямо земельная. И на эту почву выливается вода. А женщине вообще, которая смотрит этот расклад, нужно искать мужчину земного, земельного, то есть тельца. Вот он, телец. Телец, дева или козерог. А у нее вокруг водный, огненный и воздушный. Как бы варианты, которые не совпадают, да. И вот она как бы или искать нужно такую стихию, которая с ней резонирует. То есть если женщина земельная, то ей нужно искать земельного. Если воздушная — воздушного, огненная — огненного, водная — водную. Вот тогда будет результат в отношениях вот в этом раскладе. Далее. Вот из того, что я вижу и чувствую, родовые программы по линии отца и матери очень выражены. И они могут очень сильно вредить. Незакрытый гештальт из прошлого с мужчиной, как минимум одним из трех, или одним единственным, который, ну, может быть, это отец. Тоже, если он не закрыт, то он заставляет терять и не доходить до успеха, до конца, до цели, до результата, который вам нужен от материи, от иллюзии, да, от майи, в которой мы пребываем, да. То есть в конечном итоге, если с отцом не закрыт гештальт, а мать влияет на это каким-то образом или знает об этом, или может в этом помочь, то корректируя этот момент, вы можете в конечном итоге обрести все в материальном мире. И даже вот эта карта — отработка кармы. То есть вы можете выйти на новый уровень. Это не смерть, это дурак в этой колоде. Вы можете выйти на новый уровень отработки кармы. То есть даже, обычно, знаете, как потеряв все, вот эта карта, это потеря всего, это как бы искупление или откуп, да, то есть ты откупаешься, да, то есть ты старый мир теряешь и новый выстраиваешь. Вот это вот строитель нового мира, это даже не строитель, это слуга нового мира. А вот этого слуги, это пассивный слуга, а это уже как бы тот, который выполняет какие-то приказы. Так вот, у этого кирпичи в руках, из которого он ничего не строит хорошего, а у этого уже есть все инструменты, чтобы построить что-то новое. Поэтому, по сути, смысл сходится к тому, что для того, чтобы обрести новую судьбу или построить новый мир, тебе нужно потерять все. Особенно, или разорвать все, что связано именно с мужчинами, с мужчиной, с отцом, и достигнуть какого-то компромисса или открыть какую-то информацию о матери и ее связях с мужчинами, потому что это влияет на на весь твой результат в будущей жизни. А в принципе в будущем вас ждет успех и абсолютно новая жизнь, которая не похоже абсолютно на то, что было у вас. Вы даже не представляете о ней, но она вам будет нравиться. Вы найдете себя в этой жизни, найдете самореализацию, работу, успех и даже найдете, чем реализовать себя, чем зарабатывать и чем и кому служить. Неспроста выпадал карта «Страшный суд», и вот совет вам от высших сил. Девятая, да. Или девятка, или отшельник. Смотрите, здесь в этом раскладе глубокая мудрость. Его нужно переслушать несколько раз, пересмотреть. Здесь очень сильный поток от мужчин и целителя. И
ваша, возможно, какая-то есть энергия целительная. Да, здесь дева, все по земле центральный ряд. И если на эту энергию добавить чувств, эмоций, переживаний и какого-то опыта, то из этой энергии, как из земли, произрастет что-то очень серьезное, произрастет личность, которая будет служить и отрабатывать или дорабатывать карму во имя и благо земли и гармонии на этой земле. Здесь вообще речь идет о целительстве, поэтому исцеляя себя или научившись целить себя, вы исцелите и свой мир, и начнете служить таким образом, что будете целить мир вокруг вас. Да будете вы благословенно исцелены, и мир ваш изменится до неузнаваемости. Не бойтесь потерять, ибо всегда приятно сказать: «О Боже, благодарю Тебя за то, что взял именно этим». Лишайтесь на зв'язку і до зустрічі, па-па.